Приветствую тебя, друг! Сегодня я тебе расскажу об уровнях. Мы разберем, что такое уровень, какие они бывают, как их находить на графике и как применять в трейдинге. Что такое уровень? Уровень – это место, где рынок резко поменял свое направление. Зачастую уровень указывает на цену, на которой могли находиться лимитные ордера участников рынка. Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входа в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов. Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают эту цену завышенной или заниженной, в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями, или произошел сильный отскок цены. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли. Что из себя представляют уровни? Уровень поддержки – это область на графике с потенциальной силой покупателей. Уровень сопротивления – это область на графике с потенциальной силой продавцов. Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением. И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой. На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу. Важно обращать на характер движения цены от уровня. Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, это значит, что данный уровень можно считать значительным. Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, то скорее всего данный уровень будет впоследствии пробит. Как проводить уровни на графике? Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области. И нужно стараться их рисовать как-то точно. Ты можешь нарисовать их в виде линии, то есть выделить центр области, и предполагать, что здесь расположена область. Нет какого-то правильного способа рисования уровней. Кто-то рисует по телам, кто-то по теням. Я рисую по теням. Стремись к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Для этого необходимо перемещать уровень вверх и вниз, пока не найдешь место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз. Сосредоточься на ключевых уровнях, которые видны сразу, и не рисуй слишком много уровней на графике. Уровни работают сверху вниз, а не снизу вверх. То есть, если мы построили уровень на часовике, то он будет работать на таких таймфреймах, как 5 минут или 30 минут, но никак на 4 часах или дневке. Цена должна подтверждать уровень. Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в свечных паттернах, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин-бар. Пин-бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом. Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые мы отметили. Иначе ты будешь торговать то, что хочешь видеть, а не то, что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать наши уровни, и это нормально. Не бойся постоянно корректировать свои уровни. Рынок – это отличный учитель, и он всегда готов показать нам, насколько точны наши уровни. Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления. Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге? Уровень – это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, то можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли. В книгах по техническому анализу или в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее. У нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню, то это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, то кто будет покупать? Поэтому, когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень. Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, то цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, то скорее всего случится пробой уровня. Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления – это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе мы можем столкнуться с двумя проблемами. Цена не доходит до уровня и заходит за него.
Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, мы можем пропустить сделку, потому что мы ожидали появления торгового сетапа точно не на выбранном нами уровне. В ситуации, когда цена заходит за уровень, мы думаем, что случится пробой уровня и пытаемся торговать пробой, но это часто оказывается ложным пробоем. Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относись к поддержке и сопротивлению как к зонам на твоем графике, а не точным линиям. Как выставлять стоп-лосс и take-profit при торговле уровней? Никогда не ставь свои стопы точно на уровнях. Если цена развернулась и образовала пин-бар, то стоп ставим за пин-бар плюс размер тени свечи. Если цена развернулась без образования пин-бара или тень очень маленькая, то ставим стоп за тело свечи плюс 1/3 длины тела свечи. Никогда не открывай позиции, когда цена находится между уровнями. Это серьезная ошибка многих трейдеров. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса и, следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным. Установить take profit можно двумя способами. Первый способ – это когда take profit может служить другой уровень. Второй способ – это когда для выставления take profit мы отталкиваемся от ATR движения цены. То есть берем линейку и измеряем процент движения цены нескольких волн. Потом берем среднее значение и можно его немножко уменьшить. Например, если в среднем за волну цена проходит 1%, то мы берем значение от 0,8% до 0,9%. Как узнать, что случится пробой уровня? Как я уже говорил, поддержка – это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки она должна развернуться в противоположный тренд. Но что если этого не происходит и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки? Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае данная ситуация не выглядит оптимистично для быков и поддержка вероятно не сможет устоять. Торговая стратегия для торговли по уровням. Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать в пробой, кто-то на разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги. Отметьте уровни поддержки и сопротивления на графике. Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением. Ожидайте отката цены от уровня. Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, образовавшей уровень. Забирайте прибыль на ближайшем уровне или используйте ATR движения цены. Ты должен понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который будет постоянно себя отрабатывать. У тебя будут прибыльные, так и убыточные сделки, и единственное, что удержит тебя от потери своего депозита, это правильное управление рисками. Для того, чтобы не тратить время на проставление уровня, я начал разработку индикатора, который будет автоматически проставлять уровни на графике. Как индикатор будет готов, я об этом напишу у себя в телеграм-канале. Ссылку на телеграм ты можешь найти под этим видео. В следующих видео я планирую разобрать, что такое ордер-блок и как его применять в торговле. Если тебя это заинтересовало, то подпишись на канал и поставь лайк.